Приветствуем всех вас, уважаемые друзья, подписчики и зрители канала со сложным названием. Сегодня у нас один из новеньких и недавно рассекреченных кроссоверов из Поднебесной. На нашем столе обзоров Cherry XC, купообразный кроссовер по доступной цене, прямиком из рук дизайнеров и инженеров Китая. И в этой модели действительно есть на что посмотреть и обратить внимание. И кстати, он приедет и к нам. И не забывайте, что на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на новинки Cherry. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Традиционно начнем с экстерьера. Передние фары узкие, с небольшим скосом к центру и решетке радиатора. Она здесь, кстати, массивная, крупную сетку, Т-образная. Занимает около 70% всего переднего бампера. Снизу в боковинах самого бампера расположилась оптика из 3 модулей. Предположительно, это будут противотуманки, передний свет, часть круговой подсветки и передние габаритки. Ниже базируются перфорированные части бампера и горизонтальные воздухозаборники. В целом передок выполнен очень удачно в плане дизайна. Нет лишнего декора, все гармонично и вполне удобно. При высокой посадке бампер не кажется огромным, а вполне аккуратен по отношению к общей конструкции. Сбоку тоже есть на что посмотреть. Первое, что отмечается, силуэтная линия корпуса, которая начинается от передка, переходит под окнами и заканчивается по граням задних крыльев. Она здесь не прямая, как и во многих китайских кроссоверах, а имеет как плавные очертания, так и ломаные элементы, что отлично смотрится визуально. В дверях по нижним частям проходит не очень глубокий плавный ложемент, а под ним расположился порог, который здесь хоть и широкий, но визуально его особо не стали выделять, поэтому он не сильно акцентирует на себя внимание. В целом боковой вид модели также удался. Задняя часть тоже выполнена оригинально. Над стеклом окна багажной крышки расположились 2 дублирующих стопорных огня горизонтального типа. Основная оптика небольшая, треугольная, расположилась на крыльях и соединена между собой оптической планкой, которая также идет и по крышке багажного отделения. Отметим, что интерьер Cherry XC появился в сети еще раньше премьеры. На нем в глаза бросаются экран центральной консоли и приборная панель диагональю 12,3 дюйма каждый, объединенные в единый блок, расположенными на панели без козырки. Ранее такое же решение можно было наблюдать на Cherry Tiggo 7 Plus. В целом именно эту модель больше всего и напоминает салон новинки. Cherry XC сопоставим по размерам с прежней моделью Cherry Tiggo 5. Длина 4400 мм, ширина 1830 мм, а высота 1585 мм. Колесная база 2630 мм. Под капотом Cherry XC установлен 1.6 литровый турбомотор на 197 лошадиных сил и 290 ньютон-метров крутящего момента. Это двигатель новой собственной серии Kanpeng. Такие агрегаты уже начали ставить на старшие модели семейства Tiggo. Привод только передний, хотя задняя подвеска независимая. Коробка передач 7-ступенчатый робот с 2 сцеплениями. Позже появится гибридная и полностью электрическая модификация. Так как информация пока что свежая, стоит также отметить цитату одного издания, которое пишет следующее. В рекламных материалах, посвященных новому китайскому паркетнику, упоминался 1.6 литровый двигатель. Второй вероятный претендент – 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 156 лошадиных сил, который ставится на китайский Cherry Tiggo 5X. Гибриды молодежному кроссоверу в нашей стране явно не светят, поскольку это автоматически сделали бы стоимость авто более высокой. Пока же таким мотором может похвастаться лишь статусный Tiggo 8 Plus, а вот Tiggo 4, продаваемый у нас, может поделиться своей силовой установкой с новым кроссовером, который окажется в распоряжении наших дилеров. И это официальное заявление. Бензоагрегат на 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил, который сочетается с любыми видами трансмиссий, механической на 5 ступеней вариатором и роботом. И этим словам вполне можно доверять, однако точно утверждать пока ничего нельзя. Дождемся представления у нас и уже тогда сможем собрать полную информацию.
включая цену кроссовера. Учитывая, какими широкими шагами идет на мировой рынок автопром из Поднебесной, то полноформатного представления можно ожидать очень скоро. А на этом наш обзор подошел к концу, и мы хотели бы услышать ваше мнение по поводу этой модели, как вам дизайн и стали бы вы приобретать это китайское чудо автопрома. Пишите, обязательно обсудим.